Добрый день, друзья! Сегодня приготовим пирожное моти. Также покажу, как их делать в виде сердца. Начинки будут как самые простые на основе сливочного сыра, так и сложные для профессиональных кондитеров, которые подходят под заморозку. Для начала приготовим ягодную начинку под заморозку. К сахару добавляем пектин NH и тщательно перемешиваем. Сотейник с пюре ставим на средний огонь и, постоянно помешивая, сразу вводим пектин с сахаром. Вводить нужно именно в еще холодное пюре. Как только масса закипит, провариваем 20 секунд и снимаем с огня. Остывшее пюре я перекладываю в кондитерский мешок для удобства в работе и заполняю полусферы. Диаметр моих полусфер 4 см. Отправляем в морозильную камеру. Приготовим крем-чиз, который подходит под заморозку. Нам потребуется сливочный сыр, белый шоколад и сливки. Сливки хорошо нагреваем в микроволновой печи и заливаем ими шоколад. Даем шоколаду постоять примерно минуту и начинаем аккуратно перемешивать. Должен получиться вот такой ганаш. Ганаш должен полностью остыть. Его температура не должна превышать 30 градусов. Сливочный сыр необходимо взбить 2-3 минуты, чтобы он стал пышным и однородным. Добавляем остывший ганаш и взбиваем еще 2-3 минуты до однородности. Вот такой прекрасный крем у нас получается. Я его использую и для обтяжки торта, и для наполнения десертов. Он просто шикарный в работе. Для удобства перекладываем в кондитерский мешок. Достаем свои полусферы и частично заполняем их этим кремом. Так как форма у меня из морозильной камеры, крем мгновенно начинает схватываться. Оставшиеся полусферы я заполнила карамелью с орехами фундук. Холодной чайной ложкой я сделала небольшие отверстия в креме и добавила еще немного карамели с фундуком. Затем кремом как бы сверху запечатываю эту карамель. Также добавляю крем в полусферы с карамелью. И отправляю все это в морозильную камеру до полного застывания. Если вы кондитер, если вы хотите готовить эти пирожные на продажу, на заказ, вы должны использовать только начинки, которые подходят под заморозку. Ну а теперь приготовим наше рисовое тесто. Нам потребуется рисовая мука, холодная вода, растительное масло, кукурузный крахмал, сахарная пудра и соль. Холодную воду выливаем в емкость, в которой будем замешивать тесто. Крахмал добавляем к сахарной пудре, добавляем соль и хорошо тщательно перемешиваем. Добавляем наши сухие ингредиенты в холодную воду. Аккуратно по часовой стрелке замешиваем венчиком либо лопаткой тесто. Затем добавляем растительное масло и продолжаем замешивать. Муку необходимо использовать особенную, именно клейкая рисовая мука. Стандартная рисовая мука не подходит. Вот такое тесто у нас получается. Далее мы оборачиваем миску пищевой пленкой, делаем несколько проколов и отправляем в микроволновую печь примерно на 2,5-3 минуты на максимальную мощность. Вот такое тесто у нас получается. Оно должно полностью остыть в емкости, иначе будет очень липким. Затем аккуратно извлекаем его. Я буду работать на силиконовом коврике, так удобней. Обязательно припыляем кукурузным крахмалом, так оно будет не так сильно липнуть к рукам. И начинаем замешивать тесто. Вымешивать нужно до тех пор, чтобы оно стало мягким, эластичным и податливым в работе. Если вы не кондитер и хотите приготовить для себя этот десерт, после того, как вы вымешали тесто, вам необходимо его нарезать на несколько кусочков. Из данного количества примерно 7-8 кусочков. Далее каждый кусочек необходимо раскатать скалкой. И приготовим самый простой крем-чиз, который, наверное, только может быть. Берем сливочный сыр, можно брать Филадельфию, самый обычный продается, который в супермаркетах. Добавляем сахарную пудру по вкусу и вымешиваем силиконовой лопаткой. Крем-чиз готов. Далее используем любимую ягоду. Я буду использовать клубнику. В раскатанное тесто выкладываем немного крема. Ставим клубнику, я ее не измельчаю, а прям целиком ставлю. И немного вот так сбоку промазываю кремом.
И вот таким вот образом защипываю. Тесто достаточно липкое, всегда имейте под рукой крахмал, чтобы макать руки. Защипываем, переворачиваем и аккуратненько вот так вот мы сформировали моти. Далее я покажу, как готовить такой десерт, если вы кондитер, который хочет готовить их на заказ. Раскатываем это тесто, толщина его должна быть примерно 5-6 мм. Далее я беру вырубку диаметром 6 см и вырезаю тесто. Когда вы готовите десерт на заказ, очень важно, чтобы десерт был красивый, одинаковый, чтобы был четкий вес в каждом десерте. Затем беру силиконовые полусферы, можно использовать пластиковые формы. Промазываю немного крахмалом и вставляю свое тесто в форму. Выкладываю уже замороженную начинку, закрываем эту начинку и вот таким образом формируем пирожное. Если вы раскатали тонкое тесто, у вас получится все очень ровно и красиво. Если же вы немного больше теста взяли или достаточно толсто его раскатали, у вас останется такой хвостик из теста, вы потом его можете обрезать кондитерскими ножницами. Используя полусферы, а также начинки, полусферы меньшего диаметра, у вас всегда получится моти одинакового размера, красивые, ровные и аккуратные в разрезе. Часть теста я окрасила в красный цвет, красители использую любые водорастворимые. Затем беру силиконовую форму для муссовых пирожен и выкладываю тесто в формочку. Заполняю его немного крем-чизом под заморозку и вставляю одну из начинок. Точно так же все хорошо заворачиваю. И эту форму я отправляю в морозильную камеру, чтобы это сердечко хорошо заморозилось. Только тогда я смогу его полностью извлечь, и оно не изменит свою форму. Размораживать такие пирожные необходимо через холодильник. Ну и, конечно же, покажу вам разрез. Начинка крем-чиз, карамель с фундуком. Ягодная начинка и наш домашний вариант – простой крем-чиз с клубникой. На самом деле начинок может быть огромное количество, просто включайте фантазию и меняйте ягоды, меняйте карамель на ганаш. Самое главное, чтобы все ваши начинки можно было замораживать. Пирожные такие прекрасно хранятся в морозильной камере, их просто необходимо размораживать через холодильник. Тесто по данному рецепту очень удачное, пластичное, удобное в работе и не так сильно липнет к рукам, как другие рецепты.